Ну что, давайте мы, наверное, попробуем попрактиковаться. Ну, как бы вот какие-то модели мы сейчас рассмотрим. И на их базе начнем что-то строить. Да? То есть, как бы мы говорим, что нам что-то надо. Мы еще не знаем даже чего. Но мы-то чего-то хорошего вот хотим сделать все вместе, для того, чтобы наша структура золотой рыбки, она начала в нашей жизни проявляться. Ну вот, давайте мы начнем с веи все-таки, да, то есть как бы подготовим себя к вот этому вот и проявим на самом деле свои качества, качество соединения с помощью света. То есть и вы убедитесь, что это работает. Ну, как бы уже многие уже убедились, но некоторые еще не убедились, потому что они у нас первый раз на нашем вебинаре. Значит, поэтому мы сейчас опять сделаем пары эксперт-операторные. Значит, что сейчас мы будем делать? Есть такая, ну, представьте себе, да, что есть, ну вот мы сейчас с Веей поработаем сначала. То есть что нам делает карточка Вея? Она нам помогает отстроиться от каких-то вот структур, которые нам почему-то в данный момент не нужны. Ну, потому что одно дело, набралось вот каких-то светов там, я говорю, мало ли, а это же цвета и убеждения, и там, мы с кем-то повзаимодействовали, то есть, да, с каким-то человеком, и все равно у нас уже отпечаток этот есть. И одно дело, если он у нас как бы там где-то лежит в загашнике, нам не мешает. А другое дело, если он может быть как очень мощный световой сигнал, начинает как-то на нас оказывать влияние, да, то есть которое нам в данный момент не нужно. Оно может как некий свет, или свет какого-то места, да, то есть мы где-то в этом месте побывали, он у нас, этот свет вошел, ну, как некий дух, да, то есть и в данный момент он нам не нужен. Но не значит, что он вообще нам не нужен. А может быть, нам надо, но только потом. Чтобы мы могли соединяться и разъединяться легко. То есть надо, настроились, соединились с чем-то. Надо, настроились, разошлись. Да? То есть как бы вот это вот механизм взаимодействия, когда мы можем настроиться и на какой-то объект, и к себе его притянуть с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, убрать что-то лишнее, то, что нам не надо. Поэтому представим себе, что вот, значит, что мы сейчас будем делать? Такое упражнение ласса называется. Если кто знает, значит, в чем оно заключается. Да? То есть эксперты становятся к экрану спиной. Ну, сейчас пока не делайте, пока я расскажу. Да? То есть, как бы, делают пару шагов от экрана, чтобы у них была зона, по которой они могли. Да? Операторы берут световую веревочку, как будто бы у них в руках световая веревочка. Да? То есть, как бы, и набрасывают на эксперта как бы, на уровень плеч, вот где-нибудь, вот, на уровне груди, как будто накинули. Да? И он начинает его подтягивать. Но что это мы моделируем таким упражнением? Мы моделируем, с одной стороны, вот это взаимодействие, то есть мы световое взаимодействие моделируем, что оно у нас есть, настраиваемся на него, а с другой стороны представим, что вот этот вот человек где-то там в болоте сидит каком-то, да, то есть как бы, вот он набрал чего-то, а нам надо его вытащить оттуда, да, то есть мы вот вытягиваем его из вот этого вот болота, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Но нам же не вообще его как бы вообще вытащить, да, то есть как бы вот это разделение сделать световое, то есть там есть некие слои светов, а мы вот это, за счет этой резиночки мы можем его вытащить, да, то есть это как некий такой световой рычаг. Вот Архимед сказал, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Вот мы сейчас пытаемся перевернуть мир, вот есть человек со своими какими-то вот настроем, да, то есть, а мы пытаемся его мир перевернуть. Что значит? Отделить вот то, что не нужно. Зерна отплевел, опять же, как мы говорили, убрав какую-то лишнюю информацию. То есть эксперт стоит в той точке, где это есть, потом он, когда почувствовал, что его что-то потянуло, неведомая сила, он делает там шаг-два назад. С тем, когда уже почувствовал. А оператор должен настроиться, да, вот на эту веревочку и потянуть. Причем тянет, как бы, если он сильно тянет, дернет, она оборвется. Если он слабо тянет, веревочка провисла, и эксперт не слышит ее. Да, то есть, как бы, поэтому мы настроились, как бы, накинули и почувствовали вот это натяжение, как бы, ощутили внутри себя. Не обязательно руками что-то делать. Это можно просто глазами делать. Да, то есть, закинули, представили, и потом чуть-чуть как бы потянули. Настроились сначала на эксперта, послушали, как он там двигается, и в какой-то момент начали его тащить. То есть тем самым мы проявим вот эту вот свою световую сущность, как возможность соединения с одной стороны, а с другой стороны разъединения
от чего-то ненужного вот объекта. Потому что одному самому бывает сложно от чего-то отделиться, да, то есть, как бы, ну, говоря, со стороны не видно, со стороны виднее. Поэтому мы вот эту модель такую, как бы, световых отношений по разъединению с какими-то светами, которые нет. Поэтому Мвею, кстати, у нас, то есть тогда эксперты, значит, да, идут, поворачиваются к экрану спиной и делают 2 шага от экрана. Повернулись. Значит, операторы, давайте веревочку взяли и накидываем ее на это. Ну, отлично, хорошо. Еще разочек. Еще раз эксперты отошли вперед. Очень хорошо, Люда. Супер. Хорошо. Еще раз давайте. Опять повторяем. Отлично. Тамара, это мы тут ласса делаем. Упражнение световое. Вот. Отлично. Ну и 3-й раз. Нам надо 3 раза. Тело, душа, разум. Мы как бы все чистим и тело, и душу, и разум. Теперь мы тело и душу почистили, теперь разум. Накидываем. Это мы с Веей тут работаем. Ну вот, отлично. Хорошо. Теперь меняемся. Так, ну то есть мы сейчас все меняемся, да? То есть у нас те, кто были операторами, становятся экспертами, те, кто были экспертами, становятся операторами. То есть эксперты делают 2 шага от экрана, поворачиваются спиной к экрану, да, то есть, а операторы накидывают световую веревочку на уровень сердечной чакры эксперта и начинают двигать, да, то есть как бы мы слушаем, как мы можем почувствовать вот это движение на расстоянии. Давайте теперь повторяем. Хорошо. Еще разочек повторяем. Отлично. Ну, 3-й раз давайте еще. Мы уже сделали, да? Кто-то уже 3 раза сделал, а кто-то еще не сделал. Делайте еще 3-й раз. Все. Закончили? Отлично. Замечательно. Спасибо. Значит, ну что мы? То есть мы как бы с одной стороны мы попробовали взаимодействие друг с другом, да, то есть световые, как бы с другой стороны мы как бы вот попробовали вот вытащить человека из вот этой вот как бы почему. Это можно делать дома, вот также с Веей тренироваться, настроились на Вею, а у нас она сейчас здесь, кстати, подключена к нашему каналу. Хорошо. Значит, это вот мы через Вею. Дальше что берем? Дальше берем энергию времени, да, то есть как бы настраиваемся на нее. Что значит настроиться на карточку? Значит, почувствовать вот этот световой поток, который идет. То есть мы можно взять в руки ее и почувствовать, что у нас вот как бы там с нами происходит. То есть как вот этот поток времени через нас идет, и мы как бы его ощущаем, как вот эту вот некую изменчивость. Ну как? Ну давайте мы теперь попробуем настроиться на вот этот вот дух, который есть в материи. Он же у нас внутри есть, да, то есть мы теперь поэтому будем сейчас с этим духом работать. Что мы будем делать? Будем трансформацией заниматься. Берем какой-нибудь предмет, ну любой. Вот. Каждый берет себе, находит предмет, который он может взять в руки. Ну вот ручка, например, да, я уже говорил. Но она же из чего состоит, эта ручка? Эта ручка состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов, атомы состоят из кварков, ну и, возможно, там чего-то еще. Но внутри всего есть вот этот дух, да, то есть вот эта божественная искра, она принадлежит везде, всему миру. Поэтому мы настраиваемся на вот этот вот трансформирующий процесс, мы пытаемся его трансформировать, эту ручку, во что-то другое. Ну, то есть, ну, это мы пока делаем представление, да, то есть мы как бы берем и говорим, вот мы, если эти атомы преобразовать и что-то другое, переставить там уклоны вот эти вот раз, это может что-то стать другим. Но мы начинаем придумывать, во что же это может превратиться. Ну, помните в этом мультфильме, да, Бранкин «Будь человеком»?
Мы также будем сейчас с ручкой работать. Вот я превращаюсь в воробья. А здесь мы говорим, вот ручка, теперь она превращается, и говорим, например, вот ручка превращается в бутылку. Бутылку с джином, который сейчас выйдет и нам все тут поможет. А теперь эта бутылка превращается в радиоволну, которая несет наш свет неземным цивилизациям. А теперь эта радиоволна превращается в цветочек, маленький цветочек, который нам даст возможность настроиться на любое живое существо и соединиться с ним. А теперь это не маленький цветочек, а это уже зеркало, которое позволяет нам смотреть на дальние звезды. Это зеркало телескопа, рефрактор, рефлектор и так далее. Да, то есть громадный телескоп, который мы можем посмотреть на самую дальнюю звезду и увидеть даже самого маленького инопланетянина, который находится на другом конце Вселенной. А теперь это зеркало превращается уже в каплю. Это капля волшебного вина. Это вино, которое выращено в волшебных садах Семирамиды из винограда, да, который там рос. И теперь тот, кто его может почувствовать, его вкус и аромат, тот навсегда станет самым счастливым человеком на планете. Ну и так далее. Да? То есть в чем суть этого процесса, вот этой трансформации? В том, что мы, когда говорим о наших желаниях, мы часто напрягаемся. Вот если желание возникло, да, то есть оно не реализуется, это к чему приводит? Как в том анекдоте, да, то есть передайте, пожалуйста, песню по радио, я не помню, как она называется, но там есть слова. Я так хочу, я все лето не кончала. Поэтому, если мы чего-то хотим, то чтобы у нас все-таки это реализовалось, и вот это кончало у нас произошло, нам надо уйти от этого напряжения, да, то есть вытеснить его неким творческим процессом. Поэтому вот этот процесс трансформации, который мы сейчас будем делать, да, то есть он и будет заключаться вот в этом, то, что вы сейчас, каждый вот сейчас будет брать микрофон и делать несколько итераций с тем предметом, который у него есть. Придумать что угодно может, никаких ограничений нету, да, то есть вы можете просто превращать там этот предмет в те же самые предметы, которые вокруг вас есть, то есть неважно, то есть можно еще что-нибудь, просто потренироваться, да, то есть вот у нас есть желание, мы хотим его зарядить некой энергией времени. Вот через трансформацию мы пытаемся вот эту энергию к нашему желанию притянуть. Да? То есть мы трансформируем сначала наше желание через вот этот процесс трансформации объекта. Кто начнет? Мой запрос. 4 трансформации. Дальше вы говорите, передаете слово кому-нибудь, еще у нас виден, передаете слово ему. Так, кто у нас? Спасибо. Вы называете, кто следующий. Вы говорите, кто следующий. Хорошо, спасибо. Ну вот, закончили мы на этих словах. Яблоки лежат на снегу, золотые. Вот. И теперь переходим к следующей фазе. Да? То есть у нас было, настраиваемся теперь уже на золотую рыбку. Рыбка нам теперь, мы видите, объекты у нас были внешние. Да, то есть мы их рассматривали с точки зрения трансформации, потому что они все состоят из чего-то того, что, в общем-то, вся материя состоит. Да? То есть и мы можем плавно перетечь из одного в другое с точки зрения вот этого взаимодействия духового. Да? То есть мы в каждой частичке объекта может быть вот этот дух, и мы его трансформируем, настраиваем. Но мы опять же здесь настройку делаем нашего желания, да? То есть как некой структуры, которая настроена на то есть вы когда говорите какие-то предметы, да, то есть вы запускаете некий процесс трансформации, который не случайен, потому что вы выбрали такой ряд предметов. Да, то есть он связан с вашей задачей. Поэтому вы проявили структуру в этой перенастройке вашей задачи и запустили какой-то процесс трансформации, который дальше будет продолжаться. Но он внешний по отношению к вам.
Да, то есть, как бы. А теперь мы попробуем запустить внутренний процесс, как бы согласование внешнего и внутреннего. То есть внутренний дух, который у нас есть, как некая структура, теперь будет как бы взаимодействовать со всеми этими внешними объектами. Ну, как бы вот представить это дело, ну, как будто вот каждая молекула, каждый атом, каждая молекула, каждый кварк, каждый фотон, они имеют возможность откликаться на вот этот ваш призыв разума. У них как бы есть свой внутренний разум, да, с которым можно договориться и сказать ему: сделай вот так-то и так-то, да, то есть как бы, но не ему конкретному вот этому вот объекту, да, то есть, а это вот как бы множество вот этих вот конкретных объектов, они связаны с неким сетевым разумом, к которому вы обращаетесь, а дальше эти все объекты уже начинают бежать туда, куда им надо, делать то, что им надо, и обеспечивать нам вот это изменение нашего настоящего, проявляя в нем вот это согласование времен. То есть это как бы в каждом объекте есть кусочек времени. Каждое. Да, то есть что такое время? Да? То есть это проявление. Было, потом побыло какое-то, потом исчезло. Да? То есть как бы как некое... Поэтому они начинают проявлять нам время как некие частички хроноса. То есть все хроносы, они синхронизированы и начинают действовать совместно с ними. Но для этого надо нам настроиться на вот этот вот хронопоток. Через что? Да? То есть, как бы, опять же, через взаимодействие, это через некую трансформацию. Но теперь мы будем играть эту трансформацию не со внешней, а внутреннюю. Как бы. Ну, как вот, опять же, возвращаясь к Баранкину, мы теперь будем сами превращаться, трансформироваться. Да? То есть, как бы, через что? Через движение. То есть мы настроили вот нашу сетевую, нашу вот команду, да, как бы с нашими окошечками на некую сетевую связь. Мы сначала ее настроили, да, то есть как бы вот через эксперт-операторное взаимодействие, через вот этот вот световой поток, который есть у каждого, да, то есть мы видим, что он работает, он нам обеспечивает эту связь. Через вот настройку трансформационных объектов мы настроились друг на друга, и теперь попробуем согласовать себя с вот этими внешними объектами, которые мы придумали. И не только мы сами, и другие люди придумали, у них тоже проявились при этом какие-то качества. Эти качества мы тоже сейчас будем совмещать в движениях. То есть мы будем слушать, как нас двигает вот этот поток, но мы при этом будем отображать. То есть нам в голову будет приходить мысль. То есть мы опять же задаем себе вопрос: кто я? И нам вдруг приходит: а я вот улыбка Джоконды. И я теперь это вот своей пантомимой, как бы своим движением, не просто как бы двигаюсь. Одно дело я в поток слушаю, а другое дело я пытаюсь отобразить своим движением вот эту улыбку Джоконды. Да? То есть потом как бы, а теперь кто я? А вот теперь я, допустим, да, сине-зеленая отрасль, которая попалась планктону офисному. Да, то есть как бы, и начинаем как бы изображать вот эту сине-зеленую отрасль, которая попалась офисному планктону. А потом как бы опять кто я, да, то есть как бы, и дальше вот дальше мы начинаем как бы вот эту игру как бы в пантомиме, отображаем опять же некие превращения, некую трансформацию, но так опять же образы, которые мы загружаем, они не случайно, они связаны с той задачей, с нашей, с которой мы сюда пришли, и с некой сетевой общей задачей, которая нас как бы дальше будет вовлекать в общее действие и проявлять в нашей жизни движение вот к этому светлому будущему, которое мы на каждом занятии отстраиваем. Да, то есть, но здесь мы уже как бы вот с некими наночастицами начинаем работать на уровне вот этих нанообъектов, которые мы начинаем трансформировать и внутри, и вне. Да? То есть мы начинаем как бы слышать этот мир, его чаяния, его надежды, и уже вот их и проявляем в своих движениях. И в своих желаниях, естественно, чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям и возможностям этого мира. А они безграничные возможности этого мира, поэтому он нам может предоставить все, что угодно. Лишь бы мы не шли против мира, да? Не плыли по течению как бы в своем бездействии, а мы могли двигаться, трансформируя этот мир как творческие, как творцы. Да? То есть творцы творцов. Творим этот мир в своем движении. Есть вопросы? Нет вопросов. Ну, замечательно. Значит, поэтому сейчас подвигаемся.
подвигаемся под музыку, то есть мы включим музыку и начнем вот эту игру, трансформационную игру, но согласованную. Мы как бы ее не называем для слуха это дело, да, то есть каждый внутри себя проживает этот образ. То есть это погружение в образы, погружение в свою задачу, погружение в задачу общечеловеческую. Вот через вот эти образы и настройку на них. Ну вот мы опять прошлись как бы по 4 режимам эксперт-операторного взаимодействия параллельно. Ну как бы у нас такая как бы вложенность упаковывается. И поэтому мы как бы вот здесь в этом взаимодействии настраиваемся на вот эти вот сетевые взаимодействия между всеми частицами, атомами, молекулами и прочим материального мира. Да, проявляем ее вот в своих движениях, потому что если мы хотим, чтобы желания наши исполнялись, да, то есть как бы материализовывались, ну, значит, нам надо настроиться на материальный мир и с помощью золотой рыбки обеспечить вот это согласование нашего желания, нашего процесса этого материализации с общим сетевым разумом этого мира, который в каждой частице, в каждом атоме, в каждом фотоне в виде вот хроноса некого находится, да, то есть как бы некой частицы времени, которые на самом деле не сами по себе, да, то есть они связаны все как бы в единое целое, то есть мир весь един, и мы вот это пытались сейчас проявить через свое действие. Спасибо большое. Как бы, ну, задача у нас такая была. Попробовать перейти на другой уровень взаимодействия с материей. Ну, может быть, что у нас напишет информационщики. Большое спасибо тем, кто у нас пишет информацию. Очень как бы полезная информация, потому что иногда они даже забегают вперед, и как бы получается, что они пишут о каких-то будущих наших событиях, да, то есть как бы из этих вот описаний, которые они пишут, потом вытекает как бы вот тема как бы следующего вебинара, следующего, ну так мы перетекаем. Хотя мы вроде бы про одни и те же изделия говорим, но вот мы под разными углами это смотрим, и вот те, кто у нас описывает свои состояния, свои впечатления, свои наблюдения и ту информацию, которую они могут описать, делают очень важное и полезное дело для всех бионетчиков, для всех, кто участвует во всех этих сетевых отношениях. Потому что это дополнительная обратная связь, которая нам дает вот возможность более быстро двигаться вперед. Поэтому я надеюсь, что мы еще увидим разные описания этих событий, и не только этих, а многих и других, и про наши светлицы будет информация и так далее. Можно я скажу, вот ну, информационщики, они классно, конечно, все это считывают, описывают. Вот, ну, я, например, у меня так не идет, и я могу только сказать, что происходит в реальности, да, вот, что, в принципе, у меня почти все есть структуры, да, и уже новые, и я хочу, уже 4-й год пользуюсь структурами, я хочу сказать, что все, что я планирую, желаю, мои намерения, у меня все исполняется. Вот просто это же происходит как бы ну, как естественным образом, да, поэтому многие люди, возможно, они, ну, им сложно что-то сказать, что да, вот это структуры помогают. Я могу сказать, что помогают. Вот я даже замечаю, например, иногда я ими не пользуюсь, ну вот карточки, да, специально, ну просто они у меня там лежат где-то рядом со мной, да, потом думаю, что-то как-то, что-то у меня застопорилось, какая-то тишина, да, беру в руки, там в тренажерном, ну, в тренажерном зале, например, да, когда хожу, и вот активно с ними как бы двигаю ими свои намерения, продвигаю, и вот, ну, буквально на следующий день, через день, что-то раз, как-то думаешь, вроде как, что-то как-то так, тишина какая-то, потом раз, и все восстанавливается, конечно. И скажу, что многие, ну, мои друзья, у них тоже есть структуры, просто они не активно участвуют, то есть ни в вебинарах, ни в чате. Вот, у них тоже очень шикарные результаты. Опять для материалистов сказать результат как результат, да, где твоя машина или где твоя там новая квартира, но я скажу, что результаты
очень хороший, потому что идет, эти результаты, они идут на уровне сознания, то есть трансформируется сознание людей, расширяется, они по-новому смотрят на вещи, они из одной мерности переходят в другую, естественно, и материальные, как сказать, дела тоже у них, ну, получаются, да, то, чего, допустим, они не ожидали, что-то уходит, что-то приходит. Конечно, это очень интересно за этим наблюдать. Очень здорово. Благодарю, Сергей Динович, постоянно. За поддержку. У меня, кстати, Спасибо. знакомый тут пришел ключ покупать, он не первый раз уже покупает и говорит, я, говорит, заметил, что как я беру ключ, у меня, говорит, представление о мире меняется. Я, говорит, что-то, говорит, меняю, я, говорит, какие-то изменения вдруг начинаю видеть, то, что раньше как бы было от меня скрыто. То есть не столько это проявляется чисто в материальном виде, сколько, говорит, вот в восприятии мира. И поэтому регулярно приходит за ключами. Каждый раз, говорит, я так с удивлением обнаруживаю, что то после этого все равно меняется. Ну что, большое спасибо. У нас вот мы тут уже нам напомнили, что уже у некоторых уже ночь глубокая, надо нам закругляться. Вот. Еще раз хочу поблагодарить всех участников и еще раз приглашаю в чат пообщаться, потому что в чате там гораздо больше людей, которые по каким-то причинам не смогли попасть к нам на вебинар, но я думаю, вы поможете по-новому взглянуть на, как бы, вот, на наше светличное взаимодействие. Поэтому поем песенку, очень сложную, состоящую из... Ку-ку. Бай-бай. Ку-ку, бай-бай. 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 Спасибо. Спокойной ночи. Бай-бай.